Мои дорогие, здравствуйте! Меня зовут Пульхерия. Рада вас видеть снова на моем канале. Записки пользователя или вы гениальны. Не забудьте подписаться на мой канал. А сегодня мы будем делать пельмени. И не просто пельмени, но сегодня мы будем делать особый, уникальный рецепт. И для этого нам понадобится 600 граммов мяса, мякоти говядины, 200 граммов грибов, шампиньонов в свежем или замороженном виде, 1 средняя луковица, соль, перец по вкусу. Для теста нам понадобится мука 300 граммов, вода 130 миллилитров, 2 яйца, чайная ложка соли. Для начала мы приготовим фарш. Для этого мясо разрезаем на кусочки. Мясо мы порезали на кусочки и теперь перемалываем вместе с луковицей, луковица среднего размера, и грибами. Мы перемололи мясо с луком и грибами. Теперь добавляем соль по вкусу, не могу вам сказать сколько, каждый любит по-своему. Чайную ложку, 2 чайных ложки, столовую и перец также по вкусу. И перемешиваем тщательным образом наш фарш. Фарш мы с вами вымесили тщательным образом. Приступаем к тесту. Будем готовить тесто. Теперь, мои дорогие, в чашу для замеса просеиваем нашу муку. Просеяв муку, мы делаем углубление и туда вбиваем 2 яйца. Перемешиваем. Добавляем чайную ложку соли. И потихоньку начинаем доливать нашу воду. Мы перемешали нашу муку с яйцами и водой. Теперь мы производим замес теста ручным или машинным способом. Мы в целях экономии силы и времени будем делать замес на планетарном миксере. Мы вымесили тесто. Оно не должно прилипать к рукам. Теперь нам нужна мука для посыпки поверхности, на которой будете раскатывать тесто. Берем часть теста, посыпаем нашу дощечку или стол мукой и будем раскатывать тесто. Показываю, как должно выглядеть тесто. Тесто эластичное, к рукам не прилипает. Вот такое оно должно быть по консистенции. 350 грамм муки – это среднее количество муки. Мука разная, поэтому вы сами смотрите, досыпайте, если будет жидковатое тесто. Мы посыпали нашу поверхность мукой. Мукой присыпали с 2 сторон наше тесто и начинаем раскатывать тонкий пласт. Раскатали мы тесто тонкий пласт, 2 мм, не больше. Показываю вам скалку, как она должна выглядеть после раскатки. На нее ничего не должно прилипнуть. Это идеальное тесто. Теперь берем нашу формочку. У кого нет, берет какой-нибудь маленький стаканчик. И начинаем вырезать кругляшки. Тесто мы вырезали формочкой. Теперь убираем лишнее тесто. Скатываем его в комок. Мы убрали излишки теста и присоединили его к другой половине теста, которую мы не раскатывали. Тесто надо убрать в полиэтиленовый мешок или накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы оно не сохло. Теперь берем ложечку и ложечкой раскладываем фарш на серединку каждого круга. Фарш мы разложили по кружочкам теста. Теперь берем лоток или противень, посыпаем его мукой и будем лепить наши пельмени. Надеюсь, показывать, как лепить пельмени не надо. Все, наверное, знают. Пельмени настряпаны. Теперь, мои дорогие, будем отваривать. В кастрюльку наливаете воду, добавляете после закипания ваши любимые специи и соль, и кипящую воду забрасываете пельмени. И после кипения они должны вариться от 20 до 30 минут. Приступаем. Пельмени после того, как положили их в кипящую воду, перемешиваем, а после того, как они снова закипят, убавляем плиту на медленный нагрев. Друзья мои дорогие, пришло время обеда. Пельмени готовы. Вы не представляете, какие они вкусные. Но если вы изготовите, вы, конечно, представите. И я думаю, будете повторять этот рецепт неоднократно. Пельмени можно есть с маслом,
со сметаной, соусом, в частности, сливочно-молочно-сырным соусом, который есть рецепт на нашем канале. Так что, мои дорогие, готовьте. Приятного вам аппетита. И помните, у вас все получится. Обязательно. Потому что вы гениальны. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Делитесь им со своими друзьями и знакомыми в социальных сетях. С вами была Пульхерия. Увидимся. До новых встреч. Пока-пока.